Если отбросить все трудности и лишения, 2020 год принес нам немало значимых исторических дат. 5-летие Королевства Северный Бархант, где я по совместительству работаю министром почты и связи, 125 лет изобретения радио, 150 лет аэростатной почты, 160 лет города Владивостока, 175 лет Русского географического общества, 180 лет почтовой марки и 200 лет почтового конверта. В чем же заключается идея экспедиции «Морское наследие Приморского края» и почтового эксперимента «Поственчер», спросите вы? Идея в том, чтобы объединить исторические даты и персонажи, связанные с мореплаванием, туристические маршруты Приморья и связать их традициями почтовых сообщений. По моим планам, эту задачу надо было решать в 3 этапа. Первый – создание и выпуск почтовых артмарок, открыток и конвертов серии «Мореплаватель» и «Поственчер». Этот этап занял полгода работы в тесном сотрудничестве с почтовым ведомством Королевства Северный Бархант, приморскими краеведами и талантливым дизайнером из Липецка. Второй этап состоял в том, чтобы организовать Тихоокеанскую экспедицию «Морское наследие Приморского края» и почтовый эксперимент «Поственчер», используя на туристических маршрутах края более 40 различных видов почтовых сообщений, включая космическую почту. Третьим этапом стала подача заявки в Книгу рекордов Гиннесса. По моим данным, до нас этого еще никто не делал. Итак, наш следующий маршрут проходит по Приморскому краю, вблизи Уссурийска, и мы совершаем исторический полет на воздушном шаре на высоту 2000 метров и умудряемся по ходу провести сеансы радиосвязи на коротких волнах, отправить первое воздушное послание и открыть Министерство аэростатной почты. Кстати сказать, это уже мой 4-й полет на аэростате, а первый был в Антарктиде в 2000 году. Ну что, полетели? Мы на воздушном шаре, мы жарим, мы шпарим. Пока мы готовились ко взлету, из Владивостока к нам спешил наш бессменный драйвер, палочка-выручалочка нашей экспедиции и почтмейстер автомобильной почты Дмитрий Павлов. И вот наш экспедиционный рюкзак с гостинцами для коллекционеров достигает очередной этапной точки маршрута и передается следующему почтмейстеру Александру Морозову, который также является радистом экспедиции, ведь у нас запланирован не только полет, но и выход на связь с коротковолновиками всего мира. Шар наполнен сполна горячим воздухом, радиолюбительский передатчик настроен, антенна прикреплена, все заняли свои места. И вот он, волнующий момент взлета. Полет проходит в условиях плотного тумана и ограниченной видимости. В гондоле аэростата под веселым названием «Апельсин» на воздушном шаре находится 5 человек. Пилот Андрей с необычной фамилией Книга, почтмейстер и радист Александр Морозов, руководитель экспедиции и главный почтмейстер Валерий Сушков, заместитель руководителя экспедиции Дмитрий Павлов и кинорежиссер Леонид Асташов. Спустя 150 лет мы исторически воссоздаем аэростатную почту и открываем для Приморья новый туристический бренд – Министерство аэростатной почты. И чтобы об этом замечательном событии узнали во всем мире, мы выходим на связь с радиолюбителями других стран. – 18 сентября 1870 года прусские войска окружили Париж. Именно тогда жители осажденной столицы впервые прибегли к аэростатной и голубиной почте. Первый воздушный шар «Нептун» из сражающегося Парижа, которым управлял Жюль Дюрнофе, поднялся в воздух 23 сентября 1870 года, прихватив с собой 1000 писем, а также голубей, которые потом возвращались в город с долгожданными весточками. Так, в условиях военной блокады возникла необычная регулярная почта.
для которой были выпущены специальные почтовые карточки. Ныне они являются бесценными филателистическими раритетами, свидетельством изобретательности и отваги жителей Парижа. Все 40 туристических маршрутов экспедиции «Морское наследие Приморского края» и почтового эксперимента «Поственчер» посвящены выдающимся российским мореплавателям, в честь которых сегодня на географической карте названы острова и мысы, бухты и заливы, города и поселки, порты и улицы, маяки и памятные камни. В их честь установлены памятники и названы корабли. Среди этих выдающихся исследователей есть мореплаватель-аэронавт, лейтенант Михаил Иванович Лавров, один из первых испытателей отечественного военного морского воздухоплавания. В 1894 году Михаил Иванович окончил морской кадетский корпус. В чине мичмана 2 года прослужил на Балтике, затем 1,5 в Средиземном море и на Дальнем Востоке. В октябре 1900 года поступает слушателем офицерского класса, выбрав новую для морского ведомства специальность морского воздухоплавателя. В 1903 году лейтенант Михаил Иванович Лавров получает назначение на должность командира первого на Тихом океане воздухоплавательного парка, где позже героически погибает на высокой горе под Порт-Артуром во время русско-японской войны. Внимание! Мы сейчас находимся на борту аэростата «Апельсин». Познакомьтесь, пожалуйста, наш пилот Андрей. Наш полет посвящается Лаврову Михаилу Ивановичу, моряку, лейтенанту и командиру первого на Тихом океане воздухоплавательного парка. Еще сегодня мы открываем аэростатную почту. Наш полет мы также посвящаем в честь 150-летней аэростатной почты. Я держу в руках конверт, который выпущен в честь сегодняшнего полета, включая арт-марка в честь 150-летия аэростатной почты и 3D деревянная марка от Королевства Северный Бархант и от Министерства аэростатной почты. Полет мы также посвящаем в честь 5-летия Королевства Северный Бархант, в честь 200-летия почтового конверта, в честь 180-летия почтовой марки и в честь 160-летия города Владивостока. А сейчас я отправляю послание. От кого? Экспедиция. Морское наследие. Кому? Человечеству. Старт у нас был близ Уссурийска. Село Михайловка. Продолжительность полета 1 час. Пилот Андрей. Дата сегодняшняя 22 сентября 2020 года. Подпись. Историческое событие. Да, сейчас мы этот сертификат кладем Радио Мария 0 Леонид дробь Анна Мария. в специальный упаковочный пакетик. Сегодня у нас зарождается проект под названием Министерство аэростатной почты в Приморском крае. Вот этот шеврон. И мы находимся на первом нашем рейсе на борту этого прекрасного аэростата. Итак, это послание мы сейчас отправляем Пересу Декуэллеру в Организацию Объединенных Наций. Отправляем всем. Радио Мария 0 Леонид. Радио Мария 0 Леонид дробь Анна Мария. Воздушный шар Уссурийск. Всем городам и весям, а также нам, незнакомым людям. Тот, кто поймает Вот или получит получит, 500 тысяч. огонь. кто поймает и получит это послание, Я же говорю, что Карл Маркс. сообщит об этом, и мы потом уведомим всех и скажем, какое расстояние прошло. Главное, что дальше. Прошло это послание. Сейчас, да. Внимание. Груз туда. Послание. Номер 1 от Министерства аэростатной. Ура! Ура! Такая масштабная в организации экспедиция
проведенная в формате исторической почтовой реконструкции, стала для меня самой сложной по своей логистике и вызову из всех ранее мною проводимых. И я хочу поблагодарить за поддержку Королевство Северный Бархант, благодаря дружескому взаимодействию с которым дерзкая идея обрела реальные черты. Многие из вас сейчас задались вопросом, что это за королевство такое и где оно находится. Все очень просто, друзья. Королевство Северный Бархант – это виртуальное государство. И это тоже смелый проект, объединяющий единомышленников со всего мира для воплощения в жизнь интересных и важных начинаний. Виртуальное государство – это относительно новое социальное явление, когда люди со всего мира объединяются для того, чтобы построить новый тип сообщества. С одной стороны, он немножко напоминает действительно государство с его атрибутами, там, флагом, гербом, гимном и так далее. А с другой стороны, это не имеет таких четких государственных границ, такой четкой государственной структуры, поэтому это действительно сообщество. Сообщество, имеющее некоторые определенные параметры, некоторый определенный вид. И это довольно интересно, потому что там строятся новые типы взаимоотношений, и все эти люди объединяются не просто так. Иногда это игра, иногда это что-то более серьезное. Некоторые объединяются для того, чтобы решить какую-то одну глобальную проблему, некоторые объединяются для того, чтобы заниматься взаимопомощью, взаимодействием между собой. Скажем, Королевство Северный Бархант, которое объединяется для того, чтобы наладить взаимопомощь и взаимодействие между своими гражданами. То есть это такая сеть граждан со всего мира, которая не имеет каких-то четких границ, потому что государство виртуальное, не претендующее ни на какую территорию. Признание в данном случае весьма и весьма вторично. Самое главное – это признание между людьми. Планируя эту экспедицию и почтовый эксперимент PostVenture, я ни секунды не сомневался, что она пройдет в моем любимом Приморском крае, который давно уже стал для меня вторым домом. Только здесь можно встретить невообразимое количество островов и маяков, названных в честь выдающихся мореплавателей. Здесь, в мраморе и бронзе, как будто застыла сама история освоения Дальнего Востока. Для меня Приморский край – это какой-то особенный космос, новая планета, где слились гармоничное созвучие красоты, уникальная природа 9 заповедников и национальных парков, соленый морской воздух и пьянящий аромат уссурийской тайги, уникальная дальневосточная кухня и многообразие флоры и фауны. Но самое главное – это прекрасные люди, наделившие душой этот благодатный край. Я люблю тебя, Приморье. Именно эта экспедиция, она показывает для меня, раскрыла суть Приморского края, о котором я знал по урокам географии, по каким-то фотографиям, книгам, но я не знал, что это действительно. А это уникальный регион России, где сплетается не только русская культура, но и восточная культура. Сплетается море, тайга, горы. То есть это уникальная природа, удивительная погода, необычные люди, очень яркие, сильные, красивые женщины, сильные моряки, мужчины. Наш край очень-очень уникальный, и про него можно постоянно говорить, причем на любую тему, хоть это природа, хоть это культура, хоть это искусство, хоть это просто люди, население. И действительно, при этом он еще и разный. И есть места, где я с радостью побывал и увидел, знаете, такое еще то, что читал в книгах в свое время о переселениях, там, о тех людях, которые шли и осваивали далекие границы, там, далекие территории. Это на самом деле действительно все очень интересно, очень уникально и классно. CQ20, Radio Mike Zero Lima, Stroke Alpha Mike. Radio Mike Zero Lima, Stroke Alpha Mike. QRZ. В 14 лет мой родной брат Альберт привел меня в мир радиосвязи. И вот уже более 35 лет я увлечен этим необычным видом спорта. Только в нем, посредством коротковолновой радиосвязи, возможно за несколько минут побывать на всех континентах или стать радиооткрывателем нового острова, маяка, заповедника или даже отдельной взятой страны. Радиолюбители – это увлеченные люди, как правило, которые работают в эфире на ультракоротких волнах и на коротковолновых волнах. Среди них есть такие увлеченные люди, которые увлекаются конструированием, которые работают в эфире через спутники, через Луну. Можно проводить связи с другими корреспондентами. Спорт в радиолюбительском мире, так скажем, он подразделяется на 3 категории. Скоростная телеграфия, охота на лис
и радиосвязь на КВ и УКВ. В нашем путешествии, которое состоялось в год 125-летия изобретения радио русским инженером Александром Сергеевичем Поповым, также произошло несколько важных событий. Министерство почты и связи Королевства Северный Бархант выдало первую радиолюбительскую лицензию. Первое Королевство 0 Мария Международному морскому клубу «Мореплаватель», штаб-квартира которого находится во Владивостоке, где мы впервые отработали гостевым позывным «Радио Мария 0 Мария, дробь, первое Королевство 0 Мария». Одновременно во время полета и работы в эфире с воздушного шара мы открыли новую международную радиолюбительскую программу АОТА – Аэростат on the Air – Аэростат в эфире, целью которой является популяризация работы в эфире с бортов дирижаблей и воздушных шаров во всем мире. И сегодня отпечатаны и рассылаются всем корреспондентам специальные радиолюбительские QSL-карточки квитанции за работу в эфире экспедиции и почтового эксперимента, которые в скором времени станут коллекционной редкостью для радиолюбителей. РВ-0 Ульяна Мария, 5-5, пятерка, прием. 5-5 принято, радио Мария. Отлично. Группа ММ, РВ-0 Ульяна Мария, РВ-0 М, пятерка. А QSL только дробь Анна Мария. А QSL дробь Анна Мария, воздушный шар, Анна Мария. Борисович, до связи. Окей, принято. Но у меня здесь частота не очень хорошая, шумит, трещит все. Давайте, удачи, всем 3 пока. Поднимаем. Спасибо, я радио Мария 0 Леонид, дробь Антон Мария, воздушный шар, QRZ. В детстве я, как и многие мои сверстники, был заядлым филателистом. Мир почтовых марок позволяет мысленно перенестись в разные страны и уголки земного шара. Мне это помогало изучать географию и, наверное, даже определило в дальнейшем мое призвание. Я стал исследователем-путешественником и посвятил свою жизнь индустрии туризма. Вспоминая, как я в детстве занимался собиранием марок, то есть филателией, вот, там главный принцип был такой, что это марки – это не просто картинки, а мы познаем мир через марки, через узнавание. Вот приобретаешь новую марку и что-то хочешь узнать, допустим, о этой стране, там, что на марке изображено. Вот, и вот это такой стимул узнавать что-то новое. Сегодня через призму филателии родился этот авторский почтово-приключенческий проект PostVenture. И на выходе мы получили эксклюзивный филателистический продукт от Королевства Северный Бархант и Министерства морской и бутылочной почты. Это арт-марка, открытка и почтовый конверт, посвященный мореплавателю-аэронавту Михаилу Ивановичу Лаврову, прошедший различные виды почты. Это специальный почтовый конверт, арт-марка, первая в мире 3D деревянная марка, специальные штемпели и сертификат, посвященный 150-летию аэростатной почты. А еще это уникальный единственный в мире конверт почтового эксперимента PostVenture, прошедший более 40 различных видов почтовых сообщений во время нашей месячной экспедиции. Уверен, что в скором времени эти ограниченные тиражи марок, блок-сцепок, открыток и конвертов станут большой редкостью в мире филателистов и коллекционеров. Важный этап нашего почтового приключения – аэростатная почта – завершается близ деревни Воздвиженка Уссурийского городского округа Приморского края. За 50 минут полета мы преодолели расстояние 4570 метров, поднялись на максимальную высоту 2000 метров, провели 33 сеанса радиосвязи с 2 континентами и 8 странами мира на частоте 14 МГц. Почтовый эксперимент с аэростатом у нас прошел сегодня успешно. Под Уссурийском. Дальний Восток, Приморский край. По возвращению на Землю нас встретили с бутылочкой шампанского и почетными грамотами представители воздухоплавательного клуба «Уссури-Скай», которые выступили партнерами экспедиции «Морское наследие Приморского края» и почтового эксперимента PostVenture. Ура!
А впереди нас ждут новые, невероятные приключения почтмейстера, почтового конверта и марки. До новых встреч, друзья!